Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам вот такую модель пинеток. Смотрятся эти пинеточки очень нарядно и празднично. Вязание пинеток начинается с нижней части, с подошвы. Затем вяжем мысочек пинетки, после чего переходим к вязанию манжета. В задней части пинетки имеется шов, но его вовсе не видно здесь. Аккуратный получается. Шов этот переходит в шов на подошве пинетки. Кого заинтересовала эта модель, давайте приступим к вязанию. Для вязания понадобится пряжа, спицы, бусины и маркеры. Вязание начинается с подошвы. Эту модель будем вязать на 38 петлях. Кому изначально надо другой размер пинетки, значит, надо увеличивать или уменьшать количество петель. От этого у вас будет меняться вот эта цифра. Здесь будет у вас другая. Если меньше, значит меньшие будут цифры. Если больший размер, значит большая цифра будет стоять. Все остальное в таблице остается без изменения. Размер пинеток еще зависит от толщины пряжи, от спиц, которые вы взяли, от плотности вязания также зависит. Можно взять одинаковую пряжу, но разные люди будут вязать с разной плотностью, и от этого будет тоже изменяться размер пинетки. Перед набором петель нам надо одеть бусины. С помощью крючка будем одевать. Всего надо 20 бусин одеть. Затем набираем на спицы петли. По модели у нас 38 петель. В дальнейшем вязании, чтобы нам бусины не мешали, мы их будем сдвигать в сторону. Вяжем первый ряд подошвы. Подошва у нас вяжется платочной вязкой. Значит, лицевые и изнаночные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями. Первый ряд у нас вяжется без изменения, никаких прибавлений здесь в этом ряду нет. Кромочную в конце ряда провязываю лицевой петлей. Второй ряд, он также у нас идет без изменений. Провязываем 38 петель. В конце ряда кромочную лицевой петлей провязываю. Третий ряд. Кромочную сняли, 1 лицевая. Делаем накид, одеваем маркер, отделяем вязание. Далее у нас идут 16 петель по модели. Их также отделяем маркером. Бусины в процессе вязания будем немножко сдвигать. Накид делаем. Здесь провязываем 2 лицевые петли. Снова делаем накид. Отделим их также маркером. Это будет центральная часть подошвы. Далее у нас идут 16 петель, провязываем.
Отделяем также маркером, делаем накид, 1 лицевая и кромочная также лицевой петлей. Четвертый ряд работы, кромочную снимаем, 1 лицевая петля, накид провязываем за заднюю стеночку. Далее у нас идут 16 петель. Довязываем петли до маркера. Перебросили накид. В центральной части у нас идет накид, за заднюю стеночку провязываем. 2 лицевые петли, снова накид за заднюю стенку. Перебросили маркер. Довязываем петли до конца ряда. Кромочную в конце ряда провязываем лицевой петлей. Так продолжаем вязать подошву до 11 ряда. Его провяжем вместе. Кто изначально набрал другое количество петель, на этих участках у вас вместо 16 петель будет другая цифра. Ваша цифра будет. 11 ряд. Кромочную петлю снимаем. В этом ряду мы не везде будем делать накиды. Вот на этом участке накид уже мы не делаем. Снимаем маркер. Довязываем до следующего маркера. Здесь у нас получается 21 петля. До маркера теперь вяжем. Всего вместе с кромочной у нас получится здесь 22 петли. Делаем накид в средней части. Здесь у нас 10 лицевых петель провязываем. Накид делаем, отделили маркером и продолжаем вязать лицевые петли. Здесь тоже у нас их 22 петли вместе с кромочной. И надо еще провязать 12 ряд. Довязываем петли до конца ряда. На этом вязание подошвы окончено. Провязано 12 рядов подошвы. В данный момент на спице находится 56 петель. Теперь нам надо еще провязать 6 рядов лицевыми петлями. Продолжаем вязание. Изнаночных дорожек у нас провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть у нас получается 18 рядов всего провязано. В сантиметрах это 3,5 сантиметра получается провязано у нас. Теперь вязание надо разделить на 3 части. Правая часть вязания и левая. Здесь находится одинаковое количество петель. Кто изначально набирал в наборном ряду другое количество петель, не такое, как здесь по модели, у вас будут другие здесь цифры. У кого-то большее число будет, у кого-то меньше. Центральная часть остается без изменения. Значит, в центральной части 1, считаем сколько, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 петли в центральной части находится. Боковая часть с правой стороны 1 пара, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается 17 петель. И с левой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1, тоже 17 петель. Начинаем вязание мысочка пинетки. Кромочную петлю сняли. Далее вяжем 16 лицевых петель. Вяжем так мы до маркера. Довязав до средней части пинеточки, это мысочек, петли распределим вот таким образом. 2 лицевые провязали, бусины подтягиваем уже поближе, 1 изнаночная петля, берем одну бусинку, подтягиваем ее к вязанию, провязываем 1 изнаночную петлю, далее 2 лицевые петли, 1 изнаночная, снова берем бусинку, подтягиваем ее, провязываем 1 изнаночную, 2 лицевые, 1 изнаночная, берем бусинку, и 1 изнаночная провязываем. В такой последовательности будем продолжать вязать до маркера. Это у нас мысочек пинетки. Придерживаем бусинку, подтягиваем ниточку, чтобы бусина не болталась. И еще одну бусинку увязываем в полотно. 2 лицевые петли. Вот так у нас расположились бусинки на мысочке пинет. Далее вяжем лицевые петли. Продолжаем так вязание. Повернули вязание, это у нас второй ряд. Кромочную снимаем. Здесь у нас идут лицевые петли. Вяжем так до маркера. У нас на боковых частях пинетки вязание остается платочное. Довязали до маркера. Теперь среднюю часть пинеточки будем вязать 2 изнаночные. Далее идут 2 лицевые петли. И так чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем до маркера.
Продолжаем вязание. Довязываем. Здесь у нас остаются 2 изнаночные петли. Перебрасываем маркер. Далее идут у нас лицевые петли. Платочная вязка здесь идет. Третий ряд работы. Вяжем все петли лицевые. Количество петель у нас здесь в боковых частях не меняется. Довязали до мысочка пинетки. Здесь у нас идет 2 лицевые петли, 1 изнаночная, и снова берем бусины поближе и начинаем их увязывать в полотно. Подтягиваем поближе, 1 изнаночная вяжем, подтягиваем петелечку, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, снова берем бусину, одна изнаночная петелечка, подтягиваем, 2 лицевые, и так мы продолжаем вязать до маркера, увязывая бусины в мысочек пинетки. Довязываем. Получается, у нас в одном ряду мы вяжем 5 бусин. И 5-ю бусинку увязываем в изделие. Довязали до маркера. Здесь у нас идут лицевые петли. Продолжаем так вязать до конца ряда. 4-й ряд работы. Здесь у нас снова идут лицевые петли. Довязали петли до маркера. Начинается мысочек с изнаночной стороны изнаночными, 2 изнаночные, далее идут 2 лицевые петли. И так повторяется: 2 изнаночные, 2 лицевые. Продолжаем вязание. Далее идут у нас лицевые петли, платочная вязка за маркером. Провязали 4 ряда мысочка пинетки, и у нас получается 2 ряда бусин. Всего нам надо
провязать 4 ряда. Значит, для этого надо провязать еще 4 ряда мысочка пинетки в такой же последовательности. Провязали еще 4 ряда, всего у нас получается провязано 8 рядов. Теперь будем вязать 9 ряд мысочка пинетки. Вяжем лицевые петли. Довязав до маркера, будем провязывать по 2 петли вместе. Лицевые петли я буду разворачивать сначала, а затем провязывать за заднюю стеночку. 2 изнаночные, 2 лицевые, поворачиваю и провязываю за заднюю стеночку. Далее 2 изнаночные. И так повторяем до маркера. Вяжем по 2 петли. Далее вяжем лицевыми петлями. У нас здесь платочная вязка, петли у нас вяжутся лицевые. 10 ряд. Это изнаночная сторона работы. Лицевые петли вяжем до маркера. Довязав до маркера, среднюю часть мысочек пинетки вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая. Так повторяем мы. Здесь у нас провязано 11 петель. Далее вяжем лицевые петли. Лицевая сторона работы. Вяжем 11 ряд. Провязываем до маркера лицевые петли. Довязываем до маркера. Среднюю часть мысочка пинеточки вяжем без изменений. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так провязываем до маркера. Провязав до маркера, далее у нас идут лицевые петли, довязываем до конца ряд. 12 ряд, изнаночная сторона работы, лицевые петли вяжем. Средняя часть вывязываем 1 изнаночная, 1 лицевая. В центре у нас здесь осталось 11 петель. Мы так и чередуем. 1 изнаночная, 1 лицевая. Провязываем до маркера.
Перебросив маркер, здесь вяжем все петли лицевые. Вяжем ряд до конца. 13 ряд. Вяжем лицевые петли. Довязываем их до маркера. Теперь в центральной части мысочек пинетки нам надо провязать 2 петли вместе. Лицевой надо провязать. Прежде чем провязывать, я буду разворачивать и лицевую, и изнаночную петлю, возвращать затем на левую спицу и провязывать их за заднюю стеночку. Снова повторяем. И провязываем за заднюю стеночку. Вот так. Две вместе. У нас получаются вот такие лицевые дорожки. Еще раз 2 вместе провязываем. И остается одна петля лицевая, мы ее провязываем лицевой петлей. Здесь в центре у нас осталось 6 петель. Дальше вяжем лицевые петли, довязываем ряд. 14 ряд, изнаночная сторона работы. Начинаем ряд лицевыми петлями, довязываем до маркера. Центральная часть у нас здесь 6 петель, провязываем их изнаночными петлями. Шесть петель в центре. Дальше вяжем лицевые петли, довязываем ряд до конца. 15 ряд, лицевая сторона работы. Вяжем лицевые петли. В центре теперь нам надо провязать 3 петли вместе. Но надо провязать их так, чтобы средняя петля была поверх остальных петель. Значит, сначала я сниму вот так 2 петли и разверну их. Третью петлю также снимаю, разворачиваю, поворачиваю ее и одеваю 2 петли на левую спицу, возвращаю. Но средняя петля находится сверху. Первая она. И теперь провязываю 3 вместе лицевой петлей. Точно так же провязываю следующие 3 петли. Разворачиваю третью петлю, затем возвращаю 2 петли вместе, тоже развернув их. И провязываю за заднюю стеночку. Остается в центре 2 петли у нас. Дальше вяжем лицевые петли. Повернув вязание, это 16 ряд работы у нас. Вяжем лицевые петли. Маркеры нам уже не нужны. 2 петли также провязываем лицевыми петлями, что остались в центре. Убираем маркеры и довязываем лицевыми петлями до конца ряда.
На этом вязание мысочка окончено. Для его формирования нам понадобилось провязать 16 рядов. На спицах у нас находится 36 петель. Теперь нам надо еще провязать 4 ряда лицевыми петлями. Провязав 4 ряда, теперь нам надо сформировать дырочки для шнурочка. На данный момент мы провязали 38 рядов. Давайте посчитаем, сколько изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 провязано изнаночных дорожек. В сантиметрах это получается 7 сантиметров у нас провязано. Прежде чем формировать дырочки для шнурочка, разделим петли, так как хочу, чтобы одна из них располагалась в центре изделия. Отсчитаем 18 петель. И поставим в центре маркер. Здесь будет располагаться центральная дырочка. Вяжем. Кромочную снимаем. Далее будем вязать 2 вместе лицевой. Делаем накид. 1 лицевая. 2 вместе лицевой провязываем. Накид. 1 лицевая. 2 вместе лицевой. Накид делаем. В такой последовательности вяжем до маркера. 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая. Возле маркера провязываем 2 вместе лицевой. Здесь делаем накид. И он как раз будет располагаться в центре пинетки, как и хотела я. Теперь вяжем 2 вместе лицевой, 1 лицевая и теперь делаем накид. Снова повторяем 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид. В такой последовательности продолжаем повторять. 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид. Снова 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид. И в конце ряда 2 вместе лицевой провязываем и кромочная петля. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы. Здесь все петли провязываем лицевыми. И накиды также провязываем лицевыми. Вот в центре получилось изделие. Дырочка такая для шнурочка. Теперь нам надо еще провязать платочной вязкой 10 рядов. Здесь высоту можно самим корректировать. Можно чуть ниже провязать на несколько рядов. Провязали 10 рядов. Всего от начала вязания провязали 50 рядов. В сантиметрах это получается 9 провязано. И посчитаем, сколько изнаночных дорожек.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 изнаночных дорожек провязано. Теперь будем закрывать петли. Первую петлю я провязала лицевой петлей, вторую также лицевой провязала и перебрасываю петелечку. Далее провязываю лицевой петлей и перебрасываю так. Провязываем по 2 петли вместе. Так закрываем до конца ряда. Закрываем не туго. Оставляем хвостик для сшивания изделия. Закрываем петелечку. Теперь надо связать еще отделочный кант. На мысочке, там где проходят лицевые петли, над нею идет 1, 2, 3 ряд изнаночной дорожки. Вот в третьем ряду мы будем крючком вывязывать отделочный кант. Вязать будем столбиками без накида. Вяжем петлю подъема. Одновременно будем прятать хвостики. Продолжаем вязание столбиков без накида. Вяжем отделочный кант. Вязать продолжаем до края. Вот здесь хорошо видно тоже одна изнаночная, вторая и третья изнаночная дорожка, в которой мы провязываем кант. Довязав до края, в конце оставляем хвостик подлиннее. Фиксируем петелечку, чтобы не убежала. Затем, когда мы сошьем пинетку, шов пинетки сошьется, надо будет соединить начало и конец канта. Соединили пинетку, сделали шов. Теперь надо соединить начало и конец отделочного канта. В верхней части пинетки делаем отделку, вяжем столбиками без накида. Вот такие пинетки у нас получились. Спасибо за просмотр.